Всем привет! Представляю вам экспериментальный ролик, выполненный в виде подкаста. Озвучание произведено с помощью нейросетей по информации, предоставленной мною. Если вам понравится такой стиль предоставления информации, то кликните на кнопку «Нравится», если вас это не затруднит, или напишите в комментариях. Ну а теперь к подкасту. Приветствуем! Сегодня у нас глубокое погружение в технологию MPPT солнечных инверторов. То есть, как они отслеживают точку максимальной мощности. У нас тут подборка из тех документаций Fronius, Morningstar и еще статья в PivMagazine с интересным исследованием Fraunhofer. Попробуем разобраться, как MPPT реально работает и как именно он находит эту самую оптимальную точку. Итак, давайте начнем. Что такое MPPT? Почему это вообще важно? Смотрите, MPPT — это Maximum Power Point Tracking, отслеживание точки максимальной мощности. Суть в том, что у солнечной панели в любой момент времени есть только одна комбинация напряжения и тока, при которой она отдает максимум энергии. И эта точка, она не фиксированная, меняется от солнца, от температуры, постоянно плавает. А MPPT как раз и нужен, чтобы инвертор всегда работал именно в этой самой выгодной точке. Так, а как он ее находит? Вот если есть эта кривая, вольт-амперная характеристика, вах, да? Именно, вах-кривая. На ней зависимость тока от напряжения. Если мы пересчитаем это в мощность, напряжение умножить на ток, то получим другую кривую мощности. И вот на ней есть пик. Это и есть та самая точка максимальной мощности, MPPT. Задача MPPT — постоянно, так скажем, сидеть на вершине этого пика. Окей, с кривой понятно. Но как контроллер физически это делает? Как он ее ощупывает? Ведь солнце может за тучу зайти внезапно. А вот это самое интересное. В основе силовая электроника инвертора. MPPT алгоритм, он управляет входным сопротивлением инвертора. То есть тем, какую нагрузку инвертор представляет для панели. Меняя это сопротивление, он заставляет панель работать при разном напряжении. Чуть поднял напряжение, измерил мощность. Чуть снизил, снова измерил. Ага. Если мощность выросла, значит, движется в верном направлении. Если упала, значит, проскочил пик, надо вернуться. Это такой непрерывный, очень быстрый процесс поиска. Итеративный. То есть это не разовая настройка, а постоянная микроподстройка, секунда за секундой. Совершенно верно. Это динамика. И скорость реакции тут, конечно, очень важна. Вот Morningstar как раз на этом акцентирует внимание в своей технологии TrackStar. Быстрое сканирование важно при переменной облачности, например. Но ведь бывают ситуации сложнее, затенение части панели, например. Вот. Это ключевой момент. Частичное затенение, скажем, от дерева или дымохода, может создать на вах кривой не один, а несколько пиков мощности. Локальные максимумы. И простой алгоритм, который просто идет вверх по склону мощности, он может застрять на первом же попавшемся пике. А этот пик может быть совсем не самым высоким. То есть не глобальным максимумом. И что тогда? Система будет работать неэффективно. Именно. Будет недобор энергии. И вот тут вступают в игру более продвинутые алгоритмы. У Fronius, например, есть то, что они называют Dynamic Peak Manager. Его фишка в том, что он не просто ищет ближайший максимум. Он периодически, скажем, раз в несколько минут проводит полное сканирование. Пробегает по всему диапазону напряжений, чтобы точно найти самый-самый высокий пик. Глобальный максимум. Полное сканирование звучит энергозатратно. Или нет? Какие-то минимальные потери на само сканирование есть, конечно, но они совершенно несравнимы с потерями, если инвертор надолго застрянет на низком локальном пике при затенении. Выигрыш в энергии от нахождения глобального максимума все перекрывает. Понятно, логично. Теперь давайте к практике. Всегда ли нужен инвертор с кучей MPPT-трекеров? Мульти-MPPT, как их называют. А вот тут исследование Fraunhofer, которое опубликовали в PivMagazine, дает довольно неожиданные результаты. Оказывается, для больших однородных систем,
Ну, представьте большое поле панелей или просто крыша, где все панели смотрят в одну сторону, условия одинаковые. Так вот, для таких систем выигрыш от использования мульти-MPPT по сравнению с обычным сингл MPPT-инвертором, он часто минимален. Буквально 0,1% годовой выработки редко когда доходит до 1%. Серьезно? То есть усложнение и удорожание системы может не дать реального эффекта. А почему так? Но, во-первых, сама кривая мощности вокруг пика довольно плавная, плоская. Небольшое рассогласование по напряжению между панелями в однородных условиях не так уж сильно снижает общую мощность. А во-вторых, у Single MPPT инверторов часто чуть выше собственной КПД. В мульти-MPPT для каждого входа обычно стоит свой DC-DC преобразователь, чтобы управлять группами панелей независимо. А каждый такой преобразователь — это небольшие, но дополнительные потери энергии. Получается, выбор сингл или малти зависит от конкретной установки. Точно. Если крыша сложная, панели смотрят в разные стороны, есть затенение, да, мульти-MPPT может дать заметный плюс, потому что каждая группа панелей будет работать в своей оптимальной точке. Но если у вас большое поле или простая крыша без тени, Single MPPT часто будет и дешевле, и не менее эффективным в целом, а то и чуть более эффективным за счет КПД самого инвертора. И еще, кстати, к нему проще подключать современные мощные панели с высоким током. Итак, подведем небольшой итог. MPPT — это, по сути, умный алгоритм, который постоянно дергает панель за напряжение, меняя нагрузку, чтобы выжать максимум мощности. Да, а продвинутые версии еще и умеют не теряться при затенении, находя самый главный пик мощности через полное сканирование. И выбор между одним трекером или несколькими — это не всегда очевидное решение. Зависит от объекта. Именно так. Это всегда компромисс между потенциальным выигрышем в сложных условиях, ценой, КПД и гибкостью проектирования. Что такое ШИМ? ШИМ, расшифровывается как широтно-импульсная модуляция. Это технология попроще. По сути, она работает как бы на уровне напряжения аккумулятора. Контроллер напрямую соединяет панель и батарею, а чтобы не было перезаряда, он просто быстро-быстро включает и выключает это соединение. Импульсами. Как очень скоростной выключатель. Ага, как выключатель, понятно. Тогда главный вопрос. Когда стоит выбрать вот этот простой ШИМ, а когда все-таки нужен MPPT, хоть он и дороже? Смотрите. ШИМ, он, конечно, дешевле. Значительно. Он вполне себе хорошо работает, если солнце светит стабильно и ярко. И для маленьких систем подходит. Там иногда проще может еще одну панель докупить, чем тратиться на дорогой контроллер. И проще он, да. Логично. А MPPT? Так, значит, MPPT — это уже выбор для максимальной эффективности. Да, дороже, но он гораздо лучше работает при переменной облачности, вообще при нестабильной погоде. И вот важный момент — холодный климат. При низкой температуре напряжение панелей растет, и только MPPT может эту дополнительную энергию эффективно снять и пустить в аккумулятор. ШИМ ее просто не увидит. Еще плюсы MPPT. Можно использовать панели с высоким напряжением, например, обычные сетевые модули на 60 ячеек для зарядки систем 12 или 24 вольта. Это позволяет экономить на сечении проводов, меньше потерь и, как уже говорили, лучше справляется с затенением. Плюс позволяет ставить панели с суммарной мощностью больше номинала самого контроллера. Оверсайзинг называется. Это помогает собирать больше энергии утром, вечером в пасмурную погоду. Так, значит, решение упирается в баланс цены и эффективности для конкретной ситуации. Смотрим на бюджет, на климат, на то, насколько часто бывает солнце и какая вообще система у нас. Именно так. MPPT дает более выработки, больше гибкости, особенно в сложных условиях. Но за это надо платить. ШИМ, он экономичный, надежный, для простых, стабильных сценариев. Хорошо, давайте тогда подведем небольшой итог. ШИМ — это бюджетный, простой вариант для мест со стабильным солнцем и для небольших систем. Да. MPPT — это более продвинутое эффективное решение. Оно позволяет выжать максимум энергии в переменных условиях, дает гибкость, но стоит дороже. Совершенно верно. Но я бы добавил, никакой, даже самый умный контроллер не исправит ошибок в общем проектировании системы. Это тоже важно помнить. Точно. И вот, наверное, мысль для наших слушателей. А всегда ли вот та дополнительная энергия, которую дает MPPT, окупает его стоимость и сложность? Или иногда простота и надежность ШИМ — это как раз то, что нужно для конкретной задачи?
Спасибо, что были с нами в этом разборе.